Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такое кружевное, мягкое, изящное изделие, пуловер, который является новинкой от бренда Shein. И модельер, в общем-то, нам предлагает вот такой красивый узор. Вы знаете, косы очень модны и актуальны в этом сезоне. На мой взгляд, они вообще никогда не выходили из моды, если честно. Но косы, которые имеют такое немножечко эстетичное преобразование, косы с ажуром, да, очень смотрятся элегантно и изящно. Вообще этот пуловер сам по себе подойдет на любой размер, в принципе, и на любой возраст. Когда надоедают джемпера, можно носить пуловеры, согласитесь. В общем, это классическая такая модель, которая, как вы видите, рукавчик у нас свободный, спущенный, полуспущенный. Сегодня я попыталась сделать его с квадратной проймой. У меня получилось только на 3-й размер. По описанию, по-моему, 3-й размер — это размер 50-52, вот там, вот так получается по ширине. А на маленькие размерчики все-таки он получается спущенный. Там, чтобы не нарушить изящество узора, мы можем убавить совсем немного петель вот здесь у проймы. Поэтому так что вот так. Я думаю, что мы сегодня с вами справимся вполне с составлением проекта этого, составлением инструкции по вязанию. Схему я нарисовала. У нас будет с вами пряжа шикарнейшая. Я сегодня буду вам показывать пряжу. 100% мериносовая шерсть, мягчайшая, совершенная, очень красивая премиум класса пряжа турецкая. Она не самая дорогая, я вам хочу сказать. Да, она может быть чуть дороже, но джемпер будет того стоить. Это будет очень красивый, ноский и очень изящный пуловер. Итак, мои хорошие, давайте сейчас с вами приступим к выбору пряжи. Я покажу вам то, что я сейчас только что так расхваливала. Да? Мы будем вязать тоненькими спицами, тоньше, чем обычно, спицами номер 3. Поэтому это будет такая изящная, легкая и нежная моделька получаться. Всем, кому хочется кружевное мягкое изящество, остаемся со мной на канале и смотрим мастер-класс внимательно. Сегодня будет составляться описание на размеры с 44 по 50, получается, там 4 подойдет даже. Для вязания данного джемпера предлагаю пряжу Alize Merino Royal Fine. Это премиум коллекция, 100% шерсть мериноса, 50 грамм, 175 метров. Шикарная, очень мягкая пряжа, тоненькая. Ну, даже тоньше, чем вот мы привыкли обычно, я рекомендую. Спицы поэтому у меня потоньше. Я взяла спицы 3. Вот. И вот так выглядит. Показываю еще раз вам пряжу. Шикарная пряжа, мягчайшая, нежнейшая. Но действительно премиум, девочки. Реально премиум. Она еще, знаете, такая тягучая какая-то. Я не могу этого понять. Но она реально, знаете, прям тянется, как упругая. Так, и вот так выглядит наш узор. Вообще здесь, конечно, мало что можно разглядеть. Это всего лишь один раппорт. Да? Всего лишь один раппорт. Вот такой он у нас получился ажурненький. Как сейчас, давайте посмотрим схему узора. Я ее нарисовала. Итак, у нас вот такая схема. Здесь 26 петель и 34 ряда раппорт составляет. Пустая клеточка — это лицевая петля. Девочки, у нас здесь с вами перекрещивание, наверное, не очень хорошо видно, 12 петель налево. Вот. А это кружочек накид,
изнаночная петля, горизонтальная черточка, и эти вот треугольнички. Этот треугольничек обозначает 2 вместе лицевой с наклоном вправо и зеркальный вот этот влево с наклоном 2 вместе. Все. Собственно, вот наш ажур, встроенный в косу. Вот такой легенький, несложный, в принципе, узор, очень логично вяжется, понятно. Теперь, что касается выкройка. Такая выкройка, V-образный вырез. И все размеры будут, как всегда, у нас с вами обговариваться, когда мы с вами будем уже расчеты делать на тот или иной размер. То есть это вторая часть видео. 10-15 минут с конца. Начинайте смотреть. Там идет расчетная часть обычно в мастер-классе. Там я и все размеры рисую и говорю. И мы с вами получаем вот такое описание. Сегодня у нас с вами будет участвовать 44-46 размер, 48-50, 52-54. И вот попетельно идет описание инструкции по вязанию, которые мы с вами сегодня, собственно, составляем в мастер-классе. Я рассказываю, откуда берутся все эти петли. Я не буду, конечно, ничего зачитывать, вы сами почитайте. Это будет размещено под видео. И сейчас мы приступаем к вязанию образца. Так, для вязания образца я набрала 32 петли и связала 2 вспомогательных ряда. Петельки распределила как 2 изнаночные, 12 лицевых, 2 изнаночные, 12 лицевых, 2 изнаночные, ну и, соответственно, кромочные. И сейчас я показываю вам первый ряд нашего узора. Спицы у меня 3. Вяжем. Первые 2 изнаночные идут, кромочную снимаем, первые 2 изнаночные. А сейчас будем перекрещивать с вами 12 петель налево. У меня вот только такая спица дополнительная, довольно толстая. Берем первые 6 петель. Конечно, желательно подобрать подходящую по размерам, потому что ниточки тонкие, а спица огромная, да? Итак, берем с вами 6 петелечек и размещаем их перед работой. Следующие 6 петелечек вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связали. Следующие 6 петелечек можно вязать прямо со спицы. Кто это умеет делать? Я люблю переснимать. Мне так проще вязать. Обратно на левую спицу пересняли с дополнительной и провязали как 6 лицевых. Очень просто, как видите, перекрещивается петельки, ничего сложного. Затем у нас вяжется опять 2 изнаночные, и еще раз мы то же самое проделываем. Перекрещиваем 12 петель налево. Для этого 6 петелечек на дополнительной спице у нас. Перед работой размещаем эти петельки, а следующие 6 петелек лицевых вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И опять с дополнительной спицы 6 петелечек возвращаем на левую спицу аккуратно. И вяжем их как 6 лицевых. Эти перекрещивания в нашем узоре будут крайне редко. Следующее перекрещивание аж в 33 ряду. Поэтому не пугайтесь, если для кого-то прям сразу первый ряд оказался. Затем вяжем 2 изнаночные и кромочную. Это редкий у нас с вами ряд, в котором перекрещивание. В основном там ажур сейчас будет вязаться. Переворачиваем наше вязание. На изнаночный ряд вяжется, как смотрят петли. Девочки, следующий ряд 3, 5, 7 мы вяжем, как смотрят петли.
То есть у нас сейчас будет вязаться, ну давайте свяжем третий ряд, я напишу третий равен 5, 7. Итак, первые 2 изнаночные, затем 12 лицевых. Снова 2 изнаночные, 12 лицевых. Две изнаночные, кромочная вяжется изнаночной. Вот таким образом, да? Переворачиваем 4 ряд и все последующие изнаночные ряды вяжем, как смотрят петли. 9 ряд. Связали самостоятельно с вами, девочки, ряды, да? И сейчас у нас 9 ряд, и мы будем вязать следующим образом. Лицевые петельки у нас идут в косе 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 лицевых. Каким образом вяжем? Значит, первые у нас 2 изнаночные идут, затем 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И далее вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Для этого меняю петельки местами. Первая петля у меня за работой, вторая перед работой. Я так всегда привыкла делать. Вы вяжите, если вы классические петли, то вам вообще проще. Итак, связали 2 вместе лицевой с наклоном вправо, затем вяжем 2 изнаночные. И сейчас вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. И тоже 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Остались 2 изнаночные, кромочная тоже изнаночная. Затем мы с вами вяжем 10 ряд, как смотрят петли. 11 ряд у нас с вами. Вяжем первые 2 изнаночные, затем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем идут 2 изнаночные. И здесь вяжем 2 вместе лицевой с наклоном влево накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево накид. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 изнаночные и кромочная тоже изнаночная. 12 ряд вяжем, как смотрят петли, переворачиваем вязание. И накиды я не говорила еще об этом, будем вязать изнаночными в изнаночном ряду. 13 ряд вяжем. У нас сейчас 6 лицевых. Итак, вяжем первые 2 изнаночные, в косе вяжем 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затем делаем накид и вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Затем 2 изнаночные. И теперь наоборот. 2 вместе лицевой с наклоном влево накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево накид. И 2 вместе лицевой с наклоном влево накид. Осталось 6 лицевых. И 2 изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. Отлично, связали, да? Сейчас у нас с вами 14 ряд вяжем, как смотрят петли. Накиды вяжем изнаночными. 15 ряд вяжем 2 изнаночные. Затем вяжем 4 лицевые.
Раз, два, три, четыре. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 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 Остались 2 изнаночные по центру. И теперь наоборот зеркалим. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. 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 И 4 лицевые. И еще 2 изнаночные и кромочная изнаночная. Связали. 16 ряд вяжем, как смотрят петли. 17 ряд вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, затем вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 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 накид и 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Как вы поняли, у нас с вами теперь уже 5 накидов, здесь 5 дырочек. Затем вяжем 2 изнаночные по центру и наоборот зеркалим. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 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 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид. Затем идут 2 лицевые и 2 изнаночные. Кромочные тоже изнаночные. 18 ряд вяжем, как смотрят петли. 19 ряд вяжем 2 изнаночные и далее идут 2 лицевые. И затем вяжем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 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 накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Так, и дальше идут 2 изнаночные по центру и зеркалим наш узор. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 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 2 лицевые. И еще остались 2 изнаночные и кромочные изнаночные. Связали. 20 ряд переворачиваем, вяжем, как смотрят петли. 21 ряд вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Все, потом 2 лицевые идут, 2 изнаночные, опять 2 лицевые. И далее вяжем зеркалем. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2
2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, 2 изнаночные, кромочные тоже изнаночные. Так, 22 ряд мы будем вязать, как смотрят петли. 23 ряд вяжем 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные по центру, опять зеркалим, 4 лицевые у нас, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые, затем 2 изнаночные, кромочная и изнаночная. 24 ряд будем вязать, как смотрят петли. 25 ряд вяжем. Итак, 2 изнаночные, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. По центру 2 изнаночные, опять зеркалим, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые и 2 изнаночные, кромочные тоже изнаночные. Переворачиваем наше вязание. 26 ряд вяжем, как смотрят петли. 27 ряд. Первые петли вяжем 2 изнаночные, затем 2 лицевые, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 изнаночные. И далее 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Затем 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые. Остались 2 изнаночные и кромочная тоже изнаночная. Связали, переворачиваем. 28 ряд вяжем, как смотрят петли. 29 ряд вяжем. Очень простой ряд у нас. 2 изнаночные, 12 лицевых в косе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. По центру 2 изнаночные и снова 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Остались 2 изнаночные, кромочная тоже изнаночная. Затем, девочки, 30 ряд вяжете, как смотрят петли. 31 и 33 ряды у нас будут такие же, как сейчас мы связали 29 ряд, один в один. На этом раппорт узора заканчивается и начинаются вот такие основы переплетения. С первого ряда идут. Давайте свяжем самостоятельно и затем в 35 ряду у нас, как в первом ряду, начнется повтор раппорта.
И мы с вами давайте еще раз сделаем перекрещивание. 35-й ряд у нас с вами, и он равен первому ряду, да, то есть мы сейчас с вами вяжем снова как будто с первого ряда раппорт, перекрещиваем. Первая кромочная, 2 изнаночные. Берем нашу дополнительную спицу и делаем, как я уже показывала в первом ряду. 6 петелечек снимаем на дополнительную спицу. И толстая она у меня, перед работой оставляем. Затем следующие 6 вяжем лицевыми. С дополнительной спицы переснимаем петельки, которые у нас, снова на левую спицу. И вяжем их лицевыми. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Да, не вязать в одно удовольствие с этими косами, с этими дополнительными спицами. По центру вяжем 2 изнаночные и снова берем спицу, перекрещиваем налево. 6 петель на дополнительную спицу снимаем перед работой, оставляем. Далее 6 петель вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И следующие эти 6, которые перед работой, аккуратно возвращаем на спицу левую. Вяжем как 6 лицевых. Ничто у нас никуда не соскакивает. Все очень аккуратно и красиво, легко получается. Согласитесь. И далее у нас идут 2 изнаночные, кромочная тоже изнаночная. Вот, перекрестили то, что получилось. Сейчас нам надо сделать с вами влажную тепловую обработку этого узора, поскольку его так плохо видно. Вот, я сделаю влажную тепловую обработочку, и мы с вами посчитаем плотность вязания. Итак, горячим паром обдаем наш узор, наше полотно вязаное. Оно, конечно, очень у нас маленькое, но сейчас будет большим, я надеюсь. И тянем в разные стороны узорчик наш. Еще разочек. Нам надо обратить внимание на наши петельки, которые у нас с двух сторон крайние. Так, тянем. И в ширину нам тоже надо хорошенько вытянуть вот эти петельки изнаночные. Так, а сейчас оставляем сохнуть узор, как он есть. Наш образец с вами высох. Давайте померяем плотность. Значит, вначале ширина нас интересует. Вот он у нас лежит, как есть. Он такой будет, девочки, и в вязаном полотне. Вот так его расширять нет смысла. Потому что вот эти переплетения, они вот дали ему именно такую ширину. И мы поэтому будем именно как вот он лежит, так и измеряем. Итак, у меня получается 11,5 сантиметров. 11,5 сантиметров и 32 петли у нас участвует в узоре. 32 разделить на 11,5. Получается плотность 2,8. Но учитывая то, что у нас спицы были троечка, то есть спицы довольно-таки, запишем в 1 сантиметре 2,8 петель умещается. Далее по вертикали прикладываем линеечку, измеряем длину образца 13 сантиметров. Сейчас нам надо будет посчитать, сколько здесь рядов. В моем образце, девочки, 40 рядов. И надо рассчитать на 13 сантиметров разделить. Получается ровно 3.
плотность по вертикали. Запишем в 1 сантиметре 3 ряда. Сейчас с этими цифрами будем с вами делать расчеты. Смотрим выкройку. Вот такая у меня есть выкройка, девочки, которую я вам рекомендую. Я тут немножечко много исправлений. Не немножечко даже, а много исправлений у меня получилось в области плеча. Ну ничего, давайте разберемся. Итак, сегодня мы будем составлять с вами описание для 44-46 размер, 48-50, 52-50, 52, в общем-то, так скажем. 54, можно сказать, с натяжкой. Ну, хотя можно 54 тоже оставить. Смотрите, значит, для первого размера 44-46 я беру ширину спинки и переда 51 сантиметр. И у меня в петельном эквиваленте это 144 петли. Как считала, 51 сантиметр умножаю на нашу плотность, которую мы с вами получили сегодня. По горизонтали 2,8 петель в 1 сантиметре. Да? То есть я умножаю на 2,8. Получаю 142,43. Да? Но нам надо 144 петли, чтобы получилось красивое распределение узоров. Поэтому 144. Там получается 51,5. Вот так. Второй размер. 56 сантиметров умножаю также на 2,8 плотность, будет у нас 156, да, петель. Я 154 у меня получается, потому что опять-таки чтобы вписались узоры. Ну, по сути, это 150, это будет 55,5, да, сантиметров. Следующий размер 52, и я вот, знаете, сомневаюсь по поводу 54, там, наверное, чуть побольше надо. 60 сантиметров умножаем на 2,8, получаем 168 петель. Вот так. Тут все четко у меня получилось. Теперь смотрим, как распределить узоры на эти размеры. Я буду рисовать. Рисую всегда схематично. Представьте, что это ваш наборный ряд, да, и вот у нас по центру идет узор, наш раппорт, 26 петель. Вот он у нас по центру. С двух сторон от него идут 2 изнаночные. Затем опять идет 26 справа, 26 слева. Опять 2 изнаночные промежуточные. И снова 26 петель справа, 26 петель слева и 2 изнаночные. Итого получается 1, 2, 3, 4, 5 раппортов по 26 петель. 5 на 26, 130 петель. Плюс 1, 2, 3, 4, 5, 6. Плюс 12, правильно? Плюс 2 петли. Кромочные, получается наши 144 петли. То есть вот таким образом, девочки, мы должны с вами на первые 44-46 расположить узорчики. Вот. Видите, да? Что касается второго размера, где у нас 154 петли, то есть на 10 петель больше, мы будем вот сюда, справа и слева, я предлагаю по 5 лицевых петель сделать, 5 лицевых справа, 5 лицевых слева. То есть после 2 изнаночных будут 5 лицевых. Вернее, здесь начинаться с 5 лицевых, здесь после 2 изнаночных заканчиваться 5 петельками лицевыми и, соответственно, кромочные. И в сумме это нам даст 154 петли. Добавились 10 лицевых петель. Дальше у нас идет следующий размер большой. И здесь у нас 168 петель, и мы будем делать следующим образом. Также я рисую 26 по центру, потом с двух сторон 2, опять 26, справа 26, слева опять 2 изнаночные, опять 26 и 26, 2 изнаночные. И смотрите, это центр.
тут вот центр. И смотрите, у нас вписывается еще 12 петель справа, 12 петель слева, 1 кромочная справа, 1 кромочная слева. Видите, да, что получается? То есть мы с вами, вот этот раппорт, 12 петель у нас идут первые, начинается, это вот эти последние в раппорте, потом 2 изнаночные и раппорты подряд, 5 раппортов, 1, 2, 3, 4, 5, то есть 5 этих узоров, между ними по 2 изнаночные, и заканчивается, девочки, заканчивается 12 петлями вот это начальными в раппорте, 12 берутся. То есть начинаем с конечных, последних 12 в раппорте, заканчиваем первыми. Понимаете, да? Чтобы у нас узор шел симметрично и красиво. То есть здесь последние в раппорте 12, а здесь 12 первых в раппорте. Не перепутайте, пожалуйста. Ну и, соответственно, кромочная справа, кромочная слева. Итого получается 1, 2, 3, 4, 5. То есть вот эта сумма. У нас с вами такое же расположение, да, но добавляется еще 24. То есть вот эти вот 12 последние, 12 первые петель добавляются. Соответственно, кромочные. Тут уже они были включены. 168 петель получается у нас в целом. Так, это самое было главное, что меня интересовало, потому что все остальное будет в текстовом описании под видео, но я все равно сейчас заострю внимание. Смотрите, начинаем мы, как всегда, снизу вверх деталечки. Все деталечки вяжутся раздельно, все снизу вверх. Затем сшиваются. Начинается с резиночки высотой 8 сантиметров. И эта резиночка 1 на 1. Набираем 120, 130, 144 петли на разные размеры. В последнем изнаночном ряду прибавляем петельки. По 24 петли прибавляем. И переходим на узор, как я вам сейчас показала. Дальше. Вяжем, вяжем, вяжем. Вот что касается... Здесь вот я посмотрела, узор нам позволяет сделать небольшую пройму, квадратную. Почему я хочу эту пройму? Почему-то вот эта модель, такая изящная и нежная, она вот как-то вот просится на вязание проймы. Но опять-таки на первые 2 размера наш узор нам это сделать не позволит. Он тогда будет путаться вот здесь по краям, некрасиво будет. Поэтому здесь я предлагаю всего лишь 2 вот эти петли закрыть в 2 вот в этих первых размерах. А вот в последнем размере я предлагаю закрыть 12 петель. Здесь 12 и здесь 12. Вот. И получится хорошо. Неплохо получится. Вот, будет квадратная пройма. Рукав здесь без оката. Вот, и все это хорошо сшивается. Я знаю, я делала. Хорошо смотрится. Так, V-образный вырез у нас по переду идет, да, поэтому сейчас надо распределить петельки по вырезу горловины. У меня ширина, значит, идет первого маленького размера 19 сантиметров, девочки, 19 здесь. Вот. Ну, соответственно, я эти 19 умножила на нашу плотность по горизонтали. У меня получилось 54 петли, потом 58. Я сделала 60 петель на 3 размер. И все, что осталось, это петли плеч. Да? Вот с учетом вот этих небольших закрываний, где у нас пройма, так скажем, импровизированная была, получилось на каждое плечо 43, 46, 42 петли. Это на 3 размер, где мы много закрыли, да? Поэтому не пугайтесь, почему здесь так мало по сравнению, например, с этим размером. Будет гармонично смотреться, на мой взгляд. Хотя вы, конечно, можете по-своему сделать. Хотите, сделайте спущенный рукав, ничего страшного. Дальше, V-образный вырез у нас с вами. Смотрите, если мы берем с вами высоту этого выреза 20 сантиметров, вот 20 сантиметров, то у нас получается
на 3 плотность у нас по вертикали. Вот это вертикальная плотность. В 1 сантиметре 3 ряда. Если мы эти 20 переведем в ряды, то это будет 60 рядов. Нам надо с вами закрыть, соответственно, с каждой стороны по скосу делим пополам 27, 29 и 30 петель. Вот здесь. Предлагаю закрывать в каждом втором ряду. Не переживайте, что вот для первых 2 размеров вы чуть раньше закончите. Просто провяжете без убавок. Все. Просто по прямой на нужную высоту, которая там будет указана в описании, провяжете. И все. И закройте петли плеч. Да? В каждом втором ряду получается вот такие убавочки. По одной петле справа, ну, то есть обе же части вяжутся раздельно. Вот, и вы вот в каждом втором ряду по одной петельке будете делать убавочку. Смотрите, там будет такой момент, возможно, который неопытным вязальщицам может доставить неприятности. Когда будете делать убавочки, будьте внимательны в том плане, что вот узор может попасть, например, где у нас 2 вместе провязывается, да, а накид не учтен. То есть считайте так, чтобы у вас накиды и провязанные 2 вместе согласовывались. То есть там, где 2 вместе по узору, должен быть накид, да? То есть чтобы не было большего количества убавок, чем нужно. Ну, в общем, опытные вязальщицы меня поняли, я так думаю, о чем я говорю. Для скоса рукавчика, смотрите, здесь еще один скос у нас будет формироваться. Значит, по моим расчетам, рукав у нас вяжется лицевой гладью. Не узором, а лицевой гладью. Конечно, при желании вы можете узором связать, но вот в оригинале лицевая гладь, у нее другая плотность. У нас получается, я посчитала, это в 1 сантиметре 2,2 петель. Вот. И здесь, если смотреть новую плотность, в петельном эквиваленте это получается 88, 92, 96 петель. Вот. Набирать мы будем на планку, связанную резинкой 1 на 1, 50, 54, 58 петель. Потом в последнем изнаночном ряду делаем прибавку, равномерно прибавляем 10 петель после 8 сантиметров, вы поняли, да? Вот, когда высоту свяжете. И начинаете вязать лицевую гладь. И прибавлять по каждому скосу. Каждый скос формируется прибавки одновременно и равномерно. По 14, всего 14 петель надо прибавить в каждом 8 ряду делать. Обязательно отрегулируйте высоту своего рукава, поскольку у нас рост у всех разный. Кстати, длина изделия у меня получается: первый размер 58 сантиметров, это усредненные показатели, второй 59 и третий размер 60 сантиметров. Пожалуйста, вяжите, руководствуясь рядами, а не сантиметрами. То есть каждый вертикальный вот этот размер умножайте на плотность по вертикали, и у вас получатся ряды. И вяжите, считая ряды, девочки, а не сантиметрами измерять. Почему это надо сделать? Потому что после стирки любое трикотажное изделие очень часто вытягивается, становится, ну, можно сказать, бесформенным, длинным. В общем, расстройство одно, да? И вот мы с вами заранее обрабатываем наш связанный образец, да, мы его, помните, тянули в разные стороны, да, мочили его влагой, вот этой вот паром, и потом все это высохло и приняло тот самый вид, который, в принципе, и будет наше изделие так выглядеть. И с применением вот этого коэффициента плотности мы с вами составили описание. Описание составила я в виде текстового варианта и выложила его под видео для вашего удобства. Так, ну, в общем, основные моменты я вам сейчас рассказала, как все это дело
получается, откуда эти петли у меня взялись в описании. Я надеюсь, что все доступно и понятно вам, мои хорошие. Я желаю вам удачи. До новых встреч!